друзья! Вы на канале «Иная реальность». И с вами я, Инна. Рада приветствовать вас. Кто меня видит, кто меня слышит, поприветствуйте меня в чате. Ну, а если вы не можете писать в чате, то просто подпишитесь на мой канал, поставьте лайк под этим видео, и у вас появится такая возможность. А зачем вам писать в чате? Потому что вы сможете задавать вопросы прямо сейчас. Сегодня я приготовила для вас подарок, потому что сегодня прекрасный день, праздник, Имболк в самом разгаре. И поэтому, конечно же, я зажигаю свечу Имболк для вас. Так, мои золотые. Ну что ж, давайте начинать. Старинный расклад. Любит или не любит? Испокон веков девушки пытались узнать, как относится к ним их избранник. Но этот расклад будет также и для мужчин. Это не проблема. Также можно посмотреть свою возлюбленную, как она относится к вам на самом деле. Так. Смотрите, у нас сегодня будет две позиции. Белый кристалл и черный кристалл. Итак, вы можете загадать двух человек на каждый кристалл. Добрый вечер, Надежда, добрый вечер, рада вас видеть. Вот у нас уже появился первый зритель. Итак, объясняю, повторяю. Расклад старинный, любит, не любит. Вот, и вы можете загадать на каждый кристалл по одному человеку, которого вы хотите просмотреть. Просмотреть его отношение к вам, истинные чувства. Если вы готовы, пишите в чате «Я готова». И мы начинаем. Итак, я оставляю сейчас только черный кристалл. Белый я убираю. Загадывайте, пожалуйста, человека, чувство которого вы хотите сейчас рассмотреть. И мы начинаем. Итак, любит или не любит? Так. Что у него на сердце? Что у него под сердцем? Видите, старинный расклад, поэтому здесь именно вот так, на сердце, под сердцем. Дальше. Что он думает о вас? Что он чувствует? Так. Дальше. Совет рода для вас, отношение рода к вашему избраннику, да? Так, не могу никак поместить. Так, и последняя карта, как он будет поступать, его поступки, его действия по отношению к вам.
Здравствуйте, Виктория, Анжела, добрый вечер, Мария, добрый вечер. Здравствуйте, мои родные, здравствуйте, мои хорошие. Я так рада вас видеть. Здравствуйте, здравствуйте. Так, вам всем понятно, чем я тут занимаюсь сейчас? Пишите, задавайте вопросы в чате, потому что мне важно, чтобы вы понимали, что здесь происходит. Итак, мы начинаем рассматривать первую позицию. Итак, первая карта нам покажет, что он от вас скрывает. Давайте посмотрим, что у него под сердцем. Ну, что вам сказать? Ничего такого страшного он от вас не скрывает. Этот человек хочет просто куда-то вас пригласить, с вами хорошо провести время, что-то отпраздновать, по-дружески, в хорошей, замечательной компании. Ну, чудесно. Может быть, даже и съездить куда-то. Прекрасная карта. Итак, что у него под сердцем? Радость, праздник. Скорее всего, вы для него человек, с которым ему приятно проводить время. Ну, почему он это от вас скрывает, не знаю. Будем сейчас смотреть. Так, смотрим дальше. Что у него на сердце? Какие-то прямо страсти кипят. Слушайте, прямо какие-то страсти. Давайте сейчас раскроем. Его сердце что-то тревожит, вы знаете, что-то его беспокоит. Новости какие-то, неожиданности какие-то, что-то ворвалось в его жизнь. А может быть, просто вот, например, если вы недавно познакомились, а вот здесь вот женщина, ну смотрите, все-таки он думает о вас, его что-то действительно волнует. То есть если это вы, ваш сигнификатор, то я вам могу сказать, что вы просто будоражите его кровь, он все время о вас думает. Интересно, посмотрим все-таки, о чем он думает конкретно. Ах, какая замечательная карта, слушайте, как-то мне нравится все больше эта позиция. А он думает, что вы, возможно, даже пара. Ну и вообще-то это карта любовников, поэтому он думает, что императрица, куда же без нее. Но у него серьезные очень мысли на вашу тему. Да, тут полнота чувств. То есть тут не только интим предполагается, а по императрице это все-таки более что-то серьезное. Что он чувствует по отношению к вам? А вот с чувствами давайте раскрывать. Ну, понятно, ссора. Здесь какая-то ссора, причем, возможно, даже вы находитесь сейчас не вместе, может быть, он в отъезде, может быть, поссорились и как-то разбежались. И, в общем-то, он винит в этой ссоре все-таки вас. Как я вижу, он обижен. Вот, его сердце просто рвется напополам. Да, мужчина страдает. Его чувства как-то уязвлены. Посмотрим, что дальше будет. Так, посмотрим совет рода. Как род относится к вашему мужчине? Это же тоже важно, правильно? Мгм. Да,
А род как-то, вот вы знаете, говорит, что похоже, у тебя было уже что-то подобное. И это привело к страданиям, к страхам, к разочарованиям. Похоже, род говорит вам сейчас, что подумай, тебе нужно подумать, потому что по королеве мечей здесь нужно все взвесить, здесь нужно подумать, здесь не нужно торопиться принимать решения, потому что вот ситуация вашей ссоры, да, она, ну, как бы не случайная, ее нужно проанализировать. Это не мелочь, да, то есть это не то, что, на что можно не обращать внимания. Поэтому, вы знаете, сейчас я еще раз уточню. Да, здесь рекомендация, вы знаете, подождать. По-моему, какой-то мужчина еще намечается. Возможно, у вас не один мужчина. Посмотрим, что дальше. Давайте посмотрим, как этот мужчина, ваш загаданный избранник, будет поступать, действовать. Вы знаете, он настолько сейчас парализован, переполнен эмоциями, причем вот именно тяжелого характера, что, наверное, вот в ближайшее время не готов что-то предпринимать. Мне кажется, что здесь у вас как бы кошка пробежала какая-то между вами черная. Вот в данный момент есть какая-то тема, которую вот так просто не отмахнешься. То есть нужно как-то к этому относиться. Давайте посмотрим самое главное. Любит он вас или нет? Верховная жрица, вы знаете, это самая запутанная карта. Это тайна тайн и маг. Все находится в стадии заморозки. Дорогие мои друзья, сейчас что происходит с человеком? Он очень сильно и глобально задумался, он очень анализирует. Какая-то произошла ситуация, по которой он собирает информацию. Он отдалился, ему нужно подумать. И рекомендация для вас, и для вас рекомендация подумать. Вы знаете, здесь какие-то непростые отношения. С одной стороны, мужчина всей душой к вам, он видит вас как пару, и такую женщину он вас очень ценит, он понимает, что такими людьми не разбрасываются. И в то же время, посмотрите каждая для себя, что-то его останавливает. То есть есть какая-то тема непреодолимая, пока на данный момент не решенная, над которой сейчас вы оба размышляете. И такого однозначного, что он вас любит, он вас, можно сказать, ценит, он вас, может быть, даже боготворит. Он, может быть, даже и в своих снах мечтал бы видеть вас своей женой. Но пока в то же время он боится об этом даже всерьез задуматься, потому что, не решив вот этого вопроса, да, который его останавливает, дальше вопрос не сдвинется. Действовать он пока не может. Он в тяжелых раздумьях, он очень встревожен. Вот такой интересный расклад. Напишите, пожалуйста, насколько это резонирует с вами. Бывает так, что людей подводит интуиция, они выбирают не тот кристалл. Поэтому всегда рекомендую слушать оба варианта.
Напишите, девочки, хорошо ли вы все поняли, насколько вам было это полезно. А я кладу белый кристалл и убираю черный. Дорогие мои зрители, 7 зрителей я вижу. Вы можете присоединиться к чату. Подписавшись на мой канал, поставив лайк под этим видео, вы можете участвовать в живом эфире. Вы можете задавать свой вопрос, пока я в эфире, да? Уточнять что-то, спрашивать. Пользуйтесь этой возможностью. Я всегда провожу живые эфиры, ничего не вырезаю, никак видео не улучшаю. Я хочу передавать вам свою энергию так, как она идет, без купюр. Олег пишет, благодарю вас, Олег. Говорит, все точно, все правда. Ну вот видите, значит, вас, Олег, интуиция не подвела. Вы, мои родные, сейчас, пожалуйста, принимаете живое участие каким образом? Смотрите, четко формируйте образ, да, человека. Вот я сейчас тасую карты, с вами разговариваю, отстраиваюсь от первой позиции, да, мне же надо перестроиться, информацию надо как бы убрать, да, от первой позиции, как бы ее забыть, можно так сказать. Поэтому нужно пару минуточек. Вы не обижайтесь на меня, ладно? Вот. А пока я тасую карты, вы представляете себе образ этого человека. Мария пишет. Ага. Ну вот сейчас вторая позиция. Вот сейчас посмотрим. Вы знаете, когда человек говорит, что любит, не обязательно он обманывает. А порой люди просто не умеют любить или любят, ну, как-то по-своему, скажем так. Мы же все разные. Мы понимаем философскую часть этого вопроса. Относитесь к этому всему легко, но, может быть, действительно будет очень полезная подсказка. Вот в данный момент вообще в глубине души мы знаем ответы на все вопросы. Я считываю информацию с вашего подсознания. На подсознании у вас эта информация, у каждого она есть. В принципе, никто вам не нужен, да, посредник вам не нужен. Но чем хорошо Таро, все-таки есть подтверждение через визуализацию. Да, вы сами видите картинки, и образы считываются даже теми людьми, которые совершенно не занимаются Таро, не знают этого и так далее. Все-таки через образы мы намного лучше понимаем. Ну что ж, приступим. Итак, любит или не любит? Что у него на сердце? Что у него под сердцем? Что человек скрывает, да? Может быть, даже сам до конца что-то не осознает. О чем он думает? Что он чувствует? Так, немножко неудобно, камера стоит таким образом, что мне неудобно. Ну ладно. Так, что он чувствует? Совет рода для вас, как род относится к данной ситуации. Вы, наверное, привыкли, что уже я без рекомендаций рода я не работаю. Я всегда работаю с рекомендацией рода. Это намного лучше всегда описывает ситуацию. И как он будет поступать, как он будет себя вести.
Он или она, еще раз повторю, пожалуйста, и для девочек, и для мальчиков. Я буду уже говорить как о мужчине, просто больше зрительниц, да, у нас девочек. Но, мальчики, вы тоже меня поймите, надо как-то так или так говорить. А вы уже под себя, значит, это все перекладываете. Итак, приступим. Интересно, что у него под сердцем? Что он скрывает? Ух ты! Вот это уж скрывает. Он страсть. Сильное впечатление вы на него производите. Магнитом просто тянете. Но он это не показывает. Это то, с чем он борется. Понимаете? Он, можно сказать, он сам с собой борется. Да, мощно. Ну что ж, что у него на сердце? Ну вот видите, опять борьба. То есть у этого человека просто смятение чувств, смятение мыслей, всего. То есть человек сам с собой сражается. Может быть, не только он это прячет, но, может быть, даже и конфликты вырываются наружу, да, то есть периодически все доходит до выяснения отношений, каких-то перепалок, стычек на пустом месте, из мелочей. Это, знаете, это вот просто у человека внутри очень мощно борется он с этой программой, что его тянет к вам, просто тянет. И он не хочет быть слабаком. Сам для себя он не хочет быть слабаком и не хочет выглядеть в ваших глазах. Вот поэтому, может быть, вот острые, жаркие споры, лишние слова. Вот так вот может происходить. О чем же он все-таки думает? Мгм. Ну, вы знаете, колесница – это все, что угодно. Это может быть и как его отъезд от вас, и как наоборот, и хочет съехаться с вами. То есть вы смотрите по своей ситуации, да? Если вы живете сейчас с этим человеком, то, скорее всего, ему хочется уже сбежать куда-то, рвануть просто, я бы даже сказала. А если вы сейчас с ним на расстоянии, то наоборот, с неистовой силой его тянет, и он хочет съехаться с вами, приехать к вам. Давайте дораскроем еще эту карту. О чем он думает? Ой, думает он о вас. Думает он о вас, о вас, о вас. И тянет его к вам, к вам, к вам. И вы для него номер один. Не добавить, не убавить. Что же он чувствует? Так, он чувствует, что пора что-то решать. Не может так продолжаться дальше. Да, видите, карта выбора. Он понимает, что все, надо делать какой-то решительный шаг. Он смотрит сейчас в будущее, и он готов. Он готов уже этот шаг сделать. Посмотрим, как род относится к этому человеку, да, то есть насколько он одобряет этого человека. А вот род как-то, знаете, сейчас раскрывать будем. Да. Ой, нет, нет. Род как-то говорит, он говорит так, он эгоист, манипулятор, и 100 раз подумай. Вот так вот. Вот такие карты.
Да, прямо, знаете, как это... Ну, здесь же расклад не для того, чтобы, да, совет вам дать, как вам поступать, да? Заметьте, мы сейчас больше анализируем вашего избранника и больше смотрим, что с ним происходит, да? А уже что вам делать в этой ситуации, я думаю, вы сами разберетесь. Так, теперь эта позиция. Эта позиция у нас, как он будет поступать? Все-таки что же он будет делать? Он так полон решимости. Хочет он к вам в семью. Хочет он к вам. Ну вот он как-то понимает, что к вам надо идти с конкретным, как сказать, ну что вы такая девушка, что ну, денежки нужны. То есть вот так просто люблю, не могу, этого недостаточно, вы знаете. Вот он понимает, что это, вот ему нужно либо заработать на дом, не знаю, улучшить жилищные условия. Он озабочен, что ему нужно как-то бизнес, работу, зарплату, как бы ежедневные доходы. То есть что он будет делать? Он будет копить деньги. Ну, это прекрасно. Он будет копить деньги для того, чтобы как-то к вам, да, вот не с пустым карманом, скажем так, подкатить. Так, интересно, интересно. Хорошо. И интересная последняя, да, у нас карта «Любит или нет». Ух ты! Аркан «Смерть». Ну, что вам сказать? По аркану «Смерть» сказать, любит или нет, сейчас буду дораскрывать, но то, что он понимает, что так больше длиться не может, то есть так отношения не могут продолжаться. До точки вся ситуация дошла. По аркану башня тоже вы видите, род говорит, что смотри, сейчас в твоей жизни могут произойти кардинальные перемены. Подумай о себе. То есть род призывает вас действовать в собственных интересах. Вышла карта здорового эгоизма. Вот первая карта, которая лежит вот здесь вот, самая такая, да, вот эта. Это карта здорового эгоизма. Ну что ж, любит или нет? Любит. Ну, любит. Ну, что сказать? Ну, аркан влюбленные. Ну что тут еще можно? Ну, любит он. Да, да. Аркан смерть, вот у меня сейчас вышло еще аркан дурак, нулевой аркан, я его уже, правда, спрятала, ну ладно, поверьте мне на слово, выходил. Значит, здесь просто-напросто нулевая зона, такой переломный момент, то есть мужчину тянет, ну, со страшной силой, и он просто понимает, что ему нужно финансовую базу создать для того, чтобы к вам вот подойти, но он полон просто сил бороться за вас, действовать, но уже как вам поступить в данной ситуации, да, мы сейчас это не рассматриваем. Мы смотрели только, любит ли он вас или нет. И что вам сказать, вот этот мужчина, да, он, конечно, сильные чувства у него к вам. Аркан влюбленный говорит сам за себя. Он вас видит как пару. Здесь Мария пишет, вернется ли муж из-за границы в семью. Дорогие мои друзья, я вам могу сейчас предложить бонус такой маленький для тех, кто сейчас меня смотрит. Я же вам очень благодарна за то, что вы пришли. И если вы еще пока со мной, вы можете просто сейчас получить маленький бонус. Загадайте любой вопрос, на который можно ответить да или нет. И я вам всем сейчас отвечу. Окей? Понятно?
Когда будете готовы, пишите «Я готов», «Я готова» и сформулируйте, пожалуйста, вопрос таким образом, чтобы кратко, это было 3, 4, 5 слов максимум, и на него можно было ответить «да» или «нет». Кто готов, пишите «Я готов», «Я готова». Четко формулируем вопрос. Еще раз говорю. Если вам кажется, что я вас не чувствую и не слышу ваши мысли, то вы ошибаетесь. Некоторым людям очень тяжело сформулировать, четко задать вопрос. Поэтому, пожалуйста, мои дорогие, я на вас настраиваю. Сейчас вот эти вот все вопросы, да, что вы мне пишете, мы объединим в один маленький расклад. Да или нет? Кто готов, пишите «Я готов», «Я готова». Договорились? Итак, ответ «да» или «нет» четкий ответ «да» или «нет» на ваш вопрос. Вот Анжела меня услышала, молодец. Она пишет «Я готова». Каждый пишет «Я готов», «Я готова», проговаривает еще раз вопрос, и я вам отвечаю. Внимание! Ну что ж, выходит аркан императрица. Вы, наверное, знаете, что у меня в раскладах, ну это просто невозможно. Без этого аркана не бывает ни одного расклада. Аркан императрица. Да, это да. Потому что императрица – это плодородие, это гармония, это реализация всех планов, изобилие, удача в бизнесе, любовь в семье. Это беременность, если кто-то хочет родить ребенка в том числе. Императрица – это замечательный аркан, который говорит «да» на очень многие сферы жизни. Ну что ж, я попросила подтверждения, и что я вам хочу сказать, что если вы загадываете финансовый результат, то однозначно да, если это бизнес, да. Если вы загадываете чувства, эмоции, то здесь вам придется еще проработать, скажем так, работа со своим подсознанием вам еще предстоит. То есть эту тему вам придется еще дораскрывать. Но здесь очень хорошо идет материнство, потому что вышел еще также аркан Луна. Для тех, кто хочет стать мамами, это однозначное «да». Беременность, материнство. Поэтому вот такой ответ. Вы довольны, мои дорогие? Понравилось ли вам? Пишите, пожалуйста, когда закончится эфир, под видео ваши резюме, да, насколько вам нравится принимать участие в таких эфирах. Давайте мне какие-нибудь темы, которые вас интересуют. Можете оставлять просьбы, да, на какие-то темы, которые бы вы хотели раскрыть в будущем.
Мария пишет, что все в точку по двум вариантам. Благодарю, Мария. И я вас очень прошу, мои родные, оставлять комментарии, окей, мои золотые, да? Вы же мои друзья, вы меня поддерживаете, да? Вот. И я напоследок еще раз говорю, для тех, кто хочет ехать со мной по местам силы в Грузию, и целительские практики, активации, медитации, мы будем работать с каналом изобилия, с женскими аспектами, то есть это замужество, материнство, аспекты дети-родители, всевозможные блоки, страхи, в общем, огромное количество практик, уже я их создаю, уже я их пишу для вас. И ожидаю ваши заявки в группе Viber. Пожалуйста, только в Viber мы работаем. Здесь ничего не нужно, вы просто добавляетесь в группу в Viber, ссылочка есть, Viber есть, и вы узнаете все подробности. Ну что ж, прощаюсь с вами, мои родные, хотя я бы все была бы с вами. Ну, до скорых встреч, скоро увидимся. Я обязательно что-то интересное для вас еще придумаю. Итак, вы были на канале «Иная реальность». И с вами была Иная, и мы всегда получаем то, о чем мечтаем. Пока-пока.